Всех приветствую. Начинаем обзор, прогноз криптовалют. Как всегда, биткоин, эфир, XRP, ну и другие монеты из комментариев. По биткоину особо ничего нового. Продолжаем движение в боковике, в отмеченных зонах. Как и в предыдущих прогнозах, говорил, ожидаю еще снижения. Пока приоритет вниз. Если будут какие-то новые данные, то прогноз будет изменен. Торговать нужно график. Сейчас это увидите по эфириуму. Там есть изменения. А что касается биткоина, то у него первая цель на снижение — это, как всегда, предыдущий лой, пока его можно ожидать вот сюда, если движение у нас идет по данной структуре. Пока все в рамках прогноза. Теперь посмотрим на эфириум. Здесь у нас есть что изменить. Мы здесь получили хороший рост. Если глянуть на часовик, то что здесь видно? Здесь мы пробили пик волны, предполагаемой волны 1. А значит, скорее всего, это не четвертая волна. Плюс прошло 3 волны вверх, и мы рисуем еще дальше пятую. Опять-таки, это заставляет задуматься о том, что мы все-таки рисуем заходной импульс. Поэтому приоритетное движение по эфириуму все-таки на данный момент выглядит данным образом. Импульс, коррекция, и это был завершающий импульс. Именно по эфириуму график ведет себя не так, как по биткоину, и поэтому стоит изменить приоритет ожидаемого движения. Еще раз напомню, зону коррекции мы посетили уже давно, и сейчас возможно движение наверх. Давайте обновим зоны, и если у нас все пойдет так, как пока у нас рисует график, то есть наверх, зона у нас остается неизменной, это вот здесь, но опять-таки отмечу, предыдущий пик также важен, стоит обращать внимание вот на данную зону. То есть первая зона, где может быть разворот, это здесь, затем у нас расчетная зона, это вот здесь. То есть прогноз от данных уровней мы еще продолжим как минимум движение до ближайших пиков, если все-таки это у нас движение коррекционное завершилось. Смотрим на Ripple, что у нас изменилось по Ripple. А вот по Ripple у нас, как и по биткоину, ничего не изменилось. И здесь мы даже продолжаем рисовать какую-то треугольную формацию, что пока подтверждает вариант с дальнейшим снижением. Здесь также не стоит исключать вариант трансформации данного движения, как и по эфириуму, на разворот наверх, но пока движение вниз у нас более приоритетное. Теперь посмотрим несколько монет из комментариев. Смотрим Polkadot. По Polkadot с прошлого прогноза у нас вот здесь, видимо, был прогноз, завершилась четверка, пошли в пятерку. Опять вот немного не добили до расчетной зоны, поэтому я чаще всего говорю, предыдущие пики, смотрите, вот на предыдущих пиках как раз и случился разворот. Пятая волна завершилась здесь, и мы пошли в коррекцию. Что у нас сейчас происходит? Ну, как и по другим монетам, мы сейчас находимся в коррекции. Где она остановится, гадать смысла нет. Пока прошел импульс, находимся во флете, в боковом движении. Видно, что отсюда можем развернуться, пойти наверх, но пока подтверждения этому нет. И, как обычно, ждем заходного от отката, берем и с расчетом на более высокие уровни. Пока этого не произошло, здесь можно покупать только на удачу, потому что здесь глобально мы уже находились пятерка в пятерке. Вот она где-то была, здесь тройка. Все объемы основные прошли здесь. Здесь уже были пониженные объемы. И это уже была пятая волна в пятой волне. И здесь, если заходить наугад здесь, то мы можем в коррекцию сходить вплоть вот до этих уровней, в эту проторговку. Не стоит наобум ходить, стоит дожидаться разворота и хотя бы брать какие-то восходящие движения. По Polkadot прогноз простой. Ждем разворота, а пока вне позиции. Точки входа здесь нет. Посмотрим BNB. По BNB давно не смотрели. И здесь у нас случился очередной памп, но который не перебил показатели предыдущие на индикаторе. Плюс здесь объем также более низкий. А это значит, что с большей вероятностью мы также здесь были в пятой волне, пятой волны старшего порядка. 1, 2, 3, 4, 5. Завершился ли данный импульс? Давайте посмотрим. Коррекция у нас пришла в необходимую зону. Отсюда развернулась наверх. Естественно, нужно быть внимательным. Мы находимся сейчас на пиках. Отсюда тоже может случиться разворот. Возможно, мы уже завершили движение. Ну, давайте еще проверим расчетную зону данной волны. И она у нас находится вот здесь. По BNB вполне можем пойти еще выше, но это уже будет рискованно. Здесь мы пришли к предыдущим пикам. Минимальную цель выполнили. Здесь у нас имеется снижение объемов, снижение индикатора.
получили дивер, после которого можем пойти вниз. Вниз мы можем пойти вплоть до 300, 200. Это вполне вероятно. Вполне реалистично, я бы сказал. Поэтому по BNB вот такой прогноз. Опять-таки, на хаях входить смысла нет. Это слишком опасно с имеющимися диверами на движение вниз. Я бы сюда входить не стал. Давайте смотрим еще несколько монет из комментариев. FLM. Так, мы ее тоже смотрели. Что у нас здесь произошло? А у нас здесь произошло... Ну, давайте сначала посмотрим предыдущий прогноз. Тройку мы все-таки завершили не здесь, а решили ее растянуть. И она у нас закончилась аж вот здесь. Вот она где закончилась, судя по всему. И вот этот прострел вниз, это и был коррекционный прострел, который был волной 4. И тут же была волна 5. Вот на что это похоже на данный момент. Коррекционную зону мы все-таки достигли. По прогнозу, правда, не с этих уровней. Но у кого были отложки, мог купить и продать выше. На 65%. Что у нас сейчас по данной монете? Рост объемов есть. Рост индикатора также есть. Просматривается здесь вот такая структура, как 1, 2. Сейчас у нас 3, 4, 5. И вот он импульс, который мы рассматривали на прошлом прогнозе. Сейчас у нас движение находится также в коррекции, как и весь рынок. После данного пика вот здесь у нас получается зона коррекции. Мы в нее как раз таки заходим. А нет, уже заходили. И быстро отсюда откупили. И сейчас снова сюда приходим. Что касается точек входа. Тенденция у нас сейчас нисходящая. Разворота пока нет. Это может продолжаться и еще дальше вниз. Входить в лонги пока я бы не стал. Если случится разворот, то первая цель на предыдущих пиках. Расчетной зоны сейчас смысла строить нет. Когда случится предполагаемый разворот, уже можно будет прикидывать верхние точки завершения пятой волны. Пока также по прогнозу вниз, по моему мнению, но перспектива на возврат еще раз в пятой волне, конечно же, есть. Посмотрим еще монеты. RVN просили, Raven Coin. Что у нас с ним здесь? Так, с прошлого прогноза у нас предполагаемо был треугольник, из которого был прострел наверх. Не стали мы продолжать здесь импульсную волну, а завершили ее примерно на тех же уровнях, где и предыдущие пики. Что это могло у нас быть? Ну, здесь явно, если входили, то получили стопы, и сейчас вне позиции. И я бы сюда, конечно, не входил. Я вот не помню прошлый прогноз, но очень похоже, что вот это вот просто как вариант был. Надо будет пересмотреть прошлый прогноз по Ravencoin. И, скорее всего, это был просто как вариант. Я бы сюда точно не входил, потому что здесь просматриваются очень плохие факторы. Ну ладно, не суть. Что сейчас у нас стоит делать на данной монете? На дневках также у нас был этот памп, здесь у нас был разворот. Но этот Ravencoin вообще лучше стороной пока обходить, если уж прям так по-честному. Полно других монет, где более логичная какая-то ситуация. Здесь просматривается такая структура, что здесь вот все-таки была пятая укороченная волна, и сейчас мы находимся в четверке. Куда она продлится у нас, можно рассчитать, но это будет, в принципе, вот мы отсюда как раз его и откупаем. Давайте посмотрим на 4 часах. Все, в принципе, видят эти зоны. И кто наугад, кто по какой торговой стратегии, но уже прямо отсюда откупает. Я же входить наугад не стал бы, а дождался бы заходного импульса, после чего на откате брал бы. Если бы мне нужна была эта монета. На данный момент также по ней точек входа нет, и стоит дождаться нормального разворота. То, что было вот здесь, это совсем было не похоже на движение наверх. Пока приоритет движения по Ravencoin также вниз, но после разворота, опять-таки, есть вариант сходить еще в пятую волну. Пока это все в силе. Откуда это будет разворот, неизвестно. В зону мы пришли, минимальную цель выполнили, но этого недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, что мы развернулись и идем наверх. Смотрим последнюю монету. Tomo Chain. Первый раз ее смотрим. И здесь также объемы в рост. На недельках все в рост. Здесь уже видна структура 1, 2, 3, 4, 5. Импульсные волны. 3 волны вниз сходили. И сейчас у нас развивается третья волна. Движение похоже вот на такую структуру. Здесь у нас еще один импульс в третьей волне. Здесь получили падение объемов.
индикаторы вниз. Здесь нужно было бы уже выходить, либо подпираться стопами. Пришли в расчетную зону для коррекции. 3 волны вниз прошло. Вполне вероятно, ниже не пойдем, но разворота пока нет. И шанс пойти ниже все еще есть. Точки входа опять-таки здесь пока нет. Но угад входить я бы не стал. Пока не случился разворот, расчетную зону считать бесполезно. Первая зона, где стоит ловить отскок в 5-й волне, это предыдущий пик. После чего ожидается снижение в 4-й волне, в 5-й волне и так далее. Пока структура по данной монете просматривается именно такая. И, как вы уже поняли, смотрим последнюю монету. И нет никаких, в принципе, точек входа, кроме эфира. По остальным везде пока приоритет вниз. Так, еще одна монета мне здесь добавлена. Давайте посмотрим. Вроде тоже ее просили. Почему-то я красным не отметил. Так, ну тут она какая-то дерганая вся. И объемов нет. Какая-то странная монета. Давайте глянем. Она прям без... Вот она очень странная, я же сразу сказал. Идет в рост, а объемы все меньше и меньше. Это очень опасно такое торговать. По индикатору здесь также уже скоро будет дивер. Еще немного, если прострелит, то будет дивер. Нет, если у кого эта монета есть, выходите в плюс, и я бы отсюда сваливал. Объемов нет нифига. Никто ее не хочет торговать. Вот здесь ее залистили, либо здесь ее прям так закупили и ждут где слить, либо ее здесь уже слили и здесь просто заталкивают еще остатки да продают. Давайте посмотрим на 4 часах. Возможно построить какую-то структуру. Подтверждения объемов вообще нет. Здесь объемов нет. Это очень плохо. Если смотреть по структуре, то похоже, что, например, вот это была волна 1-2, закончили тройку, сейчас четверки и в пятерке. Зацепили коррекцию, но коррекция может продлиться и ниже. Здесь пока такой коррекционный флэт. Можем и дальше пилить, а возможно мы уже и развернулись. Здесь очень дерганые такие движения. В любом случае, если разворот случился здесь, есть много факторов, что здесь, да, разворот случился. Вот это случился заходной, откат. Ну, то есть вот 1, 2, 3, 4, 5. Туда, если наверх пойдет, то вот на данных уровнях образуется очень такой здоровенный дивер, который будет сигнализировать, что движение разворачивается вниз в скором времени. Давайте посмотрим, если у нас завершилось движение здесь, то расчетная зона, вот она. Вот сюда можем добить, но на предыдущих пиках это первая зона, где стоит присмотреться к выходу, если будет очень слабый рынок. Объемов здесь нет, и поэтому подтверждения вот этим волнам тоже нет. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение, включайте колокольчик. Это помогает продвижению видео. YouTube это любит. Всем счастливо, удачной торговли.